Итак, сегодня нас ждут маковые поля и вот такие приятные, красивые тосканские пейзажи. Сразу скажу, идеальный референс не нашла, чтобы как-то и поле, и горы были, да, где-то вдалеке, и небо интересно, и домик какой-то небольшой, потому что здесь, например, ну, такой уж слишком замороченный. Поэтому будем компоновать, чего-то немножко додумывать. Вот у меня есть эскизик, и вот на него будем ориентироваться. Вот. Итак, что касается материалов, у меня сегодня акварельный лист квадратный, где-то 340 на 340 сантиметров, такой побольше я взяла. Это у меня Фабриано, 50% хлопка и 280 грамм. Также я по периметру обклеила малярной лентой, где-то по сантиметру с каждой стороны. Во-первых, чтобы был прикреплен лист, он у меня сухой, не мокрый, я буду мочить зонально работать. Ну и чтобы у меня была красивая, аккуратная рамочка сразу. Дальше, по красочкам, это все тот же Шенхан. У меня в палитре много разных желто-зеленых оттенков для поля, для домиков, да, то есть нам понадобится и теплый желтый, и охра, и разные оливково-зеленые оттеночки. Вот холодный изумрудный вряд ли сильно пригодится, может, только для туй. А вот для поляночки такое что-то оливковое и желтенькое нам понадобится. Небо тоже будем делать чуть поинтереснее, с какими-то красивыми облаками, поэтому там тоже нам нужен будет и голубой, и какой-то такой более охристый оттенок, да, чтобы создавать вот такую более теплую дымку. Сиреневый, тоже нам фиолетоватый тон понадобится, можно с карминчиком, чтобы сделать дальний план, какие-то горы прорисовать. Ну и, конечно же, красный, да, красный нам понадобится, чтобы сделать маковые поля. Смотрите, напоминаю, у меня вот здесь красный, только такой холодный, прям малиновый, я бы его таким назвала. Поэтому Невской палитры красненький цвет просто алый смело можно брать, потому что, этот цвет, откровенно говоря, не такой уж красный, да, он такой более розовый. Вот, по кисточкам все тот же набор, у меня будет флейц для того, чтобы проходиться водой по бумаге. Также вот этой кисточкой в основном буду работать, это у меня белка микс от Малевич 6. Для мелких прорисовок могу использовать вот эту белочку с острым кончиком. Ну, если какой-то фактуры захочу добавить, возьму еще вот этот щетину веерную, тоже такая вполне хорошая. 2 баночки с водой у меня, также есть пульверизатор, но он нам сегодня не сильно понадобится. Салфетки, палитра, в принципе, все. Итак, первое, что мы будем делать, это намечать композицию. Как я уже говорила, прям идеального референса я не нашла, к сожалению, поэтому будем компоновать. Сразу скажу, хочу небо сделать больше, хочу сделать много красивого неба, поэтому вот у меня линия горизонта, она прям низенькая, она прям где-то вот здесь у меня будет проходить, вот тут у меня будет полюшка, немножечко гор, немножечко домик и все остальное небо. Этого более чем достаточно. Ставлю засечку, зажимаю краешек листа, повторяю, где-то вот тут, и соединяю. Можно не идеально ровно, это все-таки поля, луга, ну и плюс у нас, в принципе, могут быть какие-то неровности. Также, да, какую-то тут вот горочку можно наметить, какую-то тут. Так, и к домику сюда перехожу, да, то есть если центр у нас где-то вот здесь, то я значительно так левее ставлю этот домик. Вот ставлю уголок дома, и в левую часть у меня такая более длинный элемент, прямоугольничек. Здесь более узенький такой, как коробочка какая-то, да. И по крыше смотрим, да, вот как-то вот так вывожу крышу. И здесь вот вывожу крышу, да, что-то вот такое. Крыша может немножечко торчать. Такой небольшой домишко. Какие-то тут кустики. Тут может быть там труба, какое-то окошко. Окошки сильно там прям не прорисовываю, просто домик такой у меня в объеме немного, да, не совсем плоский, не просто... Вот у меня на черновике это просто вот такой вот квадратик и крыша. В нашем случае у меня более объемный, да, то есть квадратик, прямоугольник, и вот тут уже пошла крыша, да, так все-таки поинтереснее будет. Так, там, говорю же еще раз, окошечки сильно не намечаю. Так. Также можем сразу, да, наметить какие-то вот здесь пару таких кипарисов. Просто ромбички такие, 1, 2. Тут, где-то тут за домом тоже я поставлю, чтобы они так не одиноко смотрелись, такие несколько штук. Какие-то в целом тут деревца могут. Тут даже какой-то кустик может нам немножко перекрыть.
композицию. Может, даже здесь где-то еще кипарисик, да? Вот что-то такое. Парочку таких здесь. Смотрите, они разные по высоте. Это важно. Иначе будет казаться, что они все как забор стоят. Нет, они должны быть разные по высоте. Выше и ниже. Отлично. Это у нас как бы такой дальний план. Да? Тут вот наши поляночки. Такие будут неровные, симпатичные. Горку я, возможно, приподниму чуточку повыше. А то относительно домика она такая уже и не сильно-то большая. Лист не маленький, поэтому можно себе позволить немножко приподнять. Вот что-то такое, да? Где-то вот здесь поставлю трубу. И вот такой наш милый домик где-то вдалеке в Тоскане. Это не значит, что вот прямо здесь у меня заканчивается поле, да? То есть здесь стоит домик, а поля дальше могут еще просвечиваться и идти где-то там. То есть в этом прелесть. Вот. И там тоже что-то еще может проходить. Вот. Ну и, конечно, речь про облака. Все, я сейчас немножечко вот так вот помну свою клячу. Приглушаю грифель, чтобы его было слабо-слабо видно, по сути, только мне. Вот так. И буду сейчас смачивать небо водой. Только небо. Ну, можно и на горке зайти, но вот вниз пока идти не буду. Здесь можно взять пульверизатор, быстрее чуточку будет, да? Может, даже и не очень равномерно. Как получается, если где-то более сухенько получится, и ничего страшного. Так. В этом даже что-то будет такое интересное. Все. Так, можно немножко сесть, наклониться, посмотреть, где промочили бумагу, где нет. Можно еще чуть-чуть попшикать где-то, чтобы она была чуть помокрее. Вот так. Угу. Хорошо. Вот, отлично. И начнем создавать красивые облака. Начну с охры. Возьму охристый такой цвет. Так, салфеточку тоже беру. И вот еще можно салфеточкой вымыть палитру влажной. Чтобы у нас здесь ничего не было. Ничего не мешало. Вот так. Так, набираю охру. Можно немножко сразу с фиолетовым. Люблю такое сочетание. Так. И как бы будем создавать такой эффект, как будто бы вот у нас есть облака, и они все стекаются вот сюда, куда-то к центру нашей композиции. Так. Многовато получилось фиолетового. Ну, это не страшно. Так, чуть-чуть добавлю розовиночки в этот цвет. И здесь их сделаю более такими розовенькими. Охра плюс... Ну, это красный из моего Шинхан Арт, но по факту это, конечно, что-то больше такое карминово-красненькое. Так, тут вот можно чуть-чуть так подтянить слегка облачка. Бугрится немножко бумага, да, ну, к сожалению, так бывает. Это не катастрофа. Неприятно, но не катастрофа. Так, немножко сиренево-розовенького тона, можно немножко с голубым. Так, слишком ярко. Больше какого-то такого голубоватого тона. Так. И начинаю добавлять. Можно еще даже немножко побрызгать. А то быстро как-то подсохло у меня все. Так. И начинаю. Можно еще где-то такой охрой чуть-чуть
добавить каких-то таких приятных. Сюда деталек, еще карминчика чуть-чуть. Так. Вот что такое. И перехожу к цвету неба. Буду использовать голубой. Ну и немножко синего, но как бы голубой за основу, чтобы небо получилось более светлое, яркое. И этим голубым цветом не буду очень близко подходить к верхушкам облаков. Так. То есть здесь буду стараться даже оставлять какую-то такой светлый ореольчик. Так, стараюсь, чтобы сильно не зеленело. Так, бумага очень сильно у меня вздыбилась. Как-то прям я не ожидала от нее такого подвоха. Уж не первый раз. Так, еще голубой. И вот к голубому чуть-чуть вот этот розоватый тон, да, то есть ближе к линии горизонта, вот сюда можно что-то более такое дымчатое и сиреневенькое, более лилово-розовое. Так. А вот активно голубое у нас здесь сверху. Так. Где-то вот тут тоже с темными, более плотными добавками. Так, прорываем чуть-чуть. Угу. Так, я сейчас немножечко вот так вот поворочаю планшет. Мне не очень нравится, да, вот тут вот стекается краска и зеленеет. Я ее прям так подчищу. И хочу немножко размыть. У меня здесь какое-то такое прям сухое пятнышко, но мне так тоже не очень нравится. Вот. Сильно пошла буграми. Я от нее не ожидала такого подвоха, откровенно говоря. Так. И вот еще раз можно вот так как-то это все дело покрутить, повертеть. Получается такое пышное, с такими более какими-то даже четкими облачками местами небо. Хочется чуть-чуть более такого настоящего синего. Не откровенно голубого, да, а что-то такое более натуральный тон. Так. Пока у нас тут все еще не досохло, можно кое-где, да, попрорывать. Так. Угу. Что-то вот такое у нас тут. Ну и вот тут я тоже немножко прорву. Вот так. Да, еще чуть-чуть поверчу, покручу. И оставлю подсыхать. Такая вот интересная форма. Сверху более такое что-то пышное, интересное, снизу более ровное и легкое. Вот, кстати, сразу в эти горы можно немножечко так вмешаться. Возьму более такой изумрудно-зелененький с каким-то синим. Можно даже немножко оливкового добавить. Но цвет достаточно прозрачный. И вот по тем горам прохожусь достаточно легкой такой заливкой. Тут пока можно сильно про кипарисы не думать, к ним мы еще вернемся. А вот тут желательно, чтобы небо у нас подошло помягче. Все-таки. Так. И сразу беру какой-то такой желто-оливковый тон. И вот сюда сразу перехожу.
на желтую оливку, чтобы у меня был плавный перетек одного тона в другой. Да? То есть вот какой-то такой более аккуратненький. Здесь, в принципе, делаю то же самое. Оливковый, с желтеньким. Здесь какая-то более такая желто-зелененькая. Холмик поближе к нашему дому. Тут не думаю пока ни про какие кипарисы. Чуточку поплотнее зелень можно. Какая-то здесь у нас, да, полосочка. И будем сейчас переходить к переднему плану. Так, чуть-чуть больше желтенького. Тут как-то весело, задорно. И перетекло одно в другое. Так. Вот тут вот можно немножечко повычищать по облакам, чтобы они так сверху были более воздушные. Вот здесь хорошо подсохло, да? Вот хочется, чтобы здесь тоже какой-то такой эффект получился у облачка. Что-то вот такое. Угу. Так, и спускаюсь ниже, да, прям сразу. Беру, опять же, такой оливково-желтый. И достаточно много воды, но с протирочкой уже делаю. Не делаю тут как-то так идеально по-мокрому. Делаю с протиркой, но при этом все равно воды не жалею, да. То есть у меня тут такая и мощная зелень где-то есть, и более мокрая желтизна такая просвечивается. И вот в этом во всем сейчас еще будет появляться что-то красное. К переднему плану здесь уже меньше делаю вот этих зеленых движений. Вот так. Что-то еще вот сюда добавлю, где-то возле домика. Так, смываю кисть и набираю красный. Можно красный с обычным алым красным. Можно даже немножко какой-то оранжевинки добавить. Ну, чтобы, если вдруг красный такой прям совсем розовый, холодный, да. У меня тут совсем какой-то такой. Вот я добавляю немножко оранжевого, чтобы утеплить этот красный. Так, и по вот там дальним я делаю, по дальним планам, я делаю такие общие мазки. Не делаю какой-то конкретной цветочной заливки. Просто общие мазки. Вот так, которые у меня там с этим зелененьким нашим соединяется. И создает ну, такие красивые, нужные. Так, здесь хочется еще оранжевее красный какой-то. Вот, да, что-то такое. То уж совсем холодный. Так, и на передний план перехожу. И тоже здесь такой протиркой красный с оранжевым. Тут мой. С оранжевым, чтобы стал потеплее. Возможно, у вас изначально более толковый алый, и вам это не нужно. И вот я так снимаю излишки. И вот так вот прошкрябываю. Да? Вот так. По краешку здесь так активненько заполняю. Так. Ну и, возможно, где-то так местами чуть помокрее пройдусь.
чтобы втекало чуточку лучше одно в другое. Здесь вот оно уже не такое яркое, да, не так вырвиглазно смотрится. Можно еще более прозрачную куда-то туда полосочку добавить. Пусть себе там тоже нам поля создает. Так. И здесь сразу какие-то более плотные такие красные. Вот я красным чуть-чуть бордовых каких-то оттенков добавила. И просто такими жух-жух-жух быстрыми мазками пробегаюсь по переднему плану. Как бы прорисовывая цветочки, но я их не рисую, естественно. Ну, то есть такой задачи у меня не стоит прорисовать здесь прям какие-то цветы. Угу. Вот такими быстрыми движениями. Так, сейчас перейду к дальнему плану, ну, точнее, намечу наш домик. Беру охру, такой солнечный, светлый. Так, можно сразу что-то такое более черепичное на крышу. То есть я не очень четко делаю поначалу. Пусть немножко так подрастечется. В этом тоже что-то свое такое есть атмосферное. Так, и тут уже, в принципе, подсохло. Можно наметить кипарисы. Оливковый, немножко можно с изумрудом так смешать, чтобы не идеально темный тон получался у нас. И вот так. У меня сейчас они прям супер четкие. Конечно, хочется их немножко подразмыть. Так, опять буду пользоваться, скорее всего, вот карточкой. Сейчас будем брать что-то более такое темненькое. Фиолетовый в зеленый в свой вмешаю, чтобы у меня тут... Так. Чуть больше зелени. Ну и тут в целом какую-то такую кустистость можно пустить по переднему плану. Чуть-чуть вычищу. Так. Что-то такое. Отлично. Там еще в дальней горочке тоже можно что-то такое более зелененькое добавить. Пусть он так не спадает к нам сюда. Там мне вдалеке все нравится. И вот тут, да, сейчас такой немножко хаос, такая неразбериха. Можно немножко тоже больше каких-то зеленых, даже сочных оттенков пустить. Тут. Что вот у нас в этих протирках какие-то зеленые травинки, веточки. Такие более холодные. Холодная зелень.
Мгм. Так. Мгм. Вот что-то такое. Так, домик там подсыхает. Я пока теневую часть не буду прорисовывать, а то утечет все. Да? Подожду немножечко, пусть подсохнет. Здесь чуть-чуть активнее мазну. Так. И пока займусь передним планом, тут намечу наши маки. Что-то такое красно-оранжевое, бордовенькое. Прям не то чтобы каждый цветочек рисую, но здесь создаю более фактурный этот передний план мазками. Даю динамику. И даже намечу кое-где в пятнышках, повысматриваю, намечу сердцевинки. Черненькие, да, маковые сердцевинки. Чем дальше туда ухожу, тем мельче у меня эти мазки становятся. Чем ближе здесь к переднему плану, тем они, конечно, крупнее. Чуть-чуть оранжевого. И вот туда тоже мелкие-мелкие такие точечки. Еще больше оранжевого. Угу. Вот так. Здесь чуть-чуть. И здесь чуть-чуть. Угу. Хорошо. Останавливаюсь. Возвращаюсь туда в дом. Возьму охру, можно немножко с коричневым. Красноватый такой, охристый. Здесь затеняю стеночку. Причем можно даже что-то такое и холодно-голубое добавить. Синенькое, точнее, синенько-фиолетовое для тени. Так, аккуратненько. То есть стеночка вот эта у нас в тени. Ну, сильно прям четко я не пытаюсь ее вот так вот, да, разделить. Также под крышей тоже тень. Так. И сама крыша у нас такая более терракотово-коричневая. Тоже с этой стороны поплотнее. Так. А с этой чуть более красненькая. Что-то такое. Угу. Немножко охры. Тоже так слегка. Тут подразмою. Потеряла немножко контур.
подсохнет сейчас чуть-чуть и верну теневую стеночку. Так. Вот здесь. Потемнее крыша. Так. Пусть подсыхает чуть-чуть. А я могу по переднему плану пока побрызгать. Сейчас возьму и закрою там дальний план. А тут побрызгаем. Причем не только чем-то светлым можно побрызгать. Таким, да, ярким. Ну, в смысле светлым, но не только таким прям молочным, а вот, например, каким-то сиреневым тоже. Пусть у нас здесь будут какие-то поляночки такие. Туда чуть-чуть, как васильковое что-то. Не только маки, ну и какие-то такие василечки. Ну вот, как-то так, да, чуть-чуть разбили передний план. Угу. Так. И вот сейчас возвращаюсь туда, вдаль. Так, надо тут стеночку, черепичку. Так. Угу. Коричневым цветом, жженой умброй. Чуточку здесь. Хоп. Здесь. И охрой. Капельку тут подтянуть чем-то таким охрой с фиолетовым можно. Теневая такая у нас тут часть. Так, какие-то там окошечки. Какие-то там перцы. У меня получилась мордочка. Смешно. Более ровная поставим. Более ровную дверку. Так. Вот что-то такое. И можно еще тоже более таким фиолетоватым тоном какие-то прорези. Черепички. Угу. Еще возьму фиолетоватый. Подтяню тут внизу. Вот тут, кстати, можно зеленью перекрыть немножко. Уголок. Угу. Ну и тут тоже парочку каких-то еще зеленых травинок и веточек. Угу.